Хочу представить вам вот такую модель. Это уже модель для малыша, который умеет бегать. Теплые ботиночки для дома. Здравствуйте, уважаемые подписчицы и гости моего канала. Предлагаю вам ботиночки для дома. Эти ботиночки уже большие, они для малыша, который умеет бегать. Это для наших подросших внуков, детей, племянников. Эти ботиночки очень удобны вот как раз в холодную погоду. У них двойная подошва у этих ботиночек, толстая пряжа. И я считаю, что в зимнюю погоду или в осеннюю погоду они будут согревать ножки наших малышей. Вот такие ботиночки. Сейчас я их замерю, покажу, какой размер у них. 14 сантиметров. Это уже для малыша где-то 2-2,5, а может быть и 3 годика. Сделала я на шнурках, но как альтернатива есть вот такие зажимы, которым можно сделать короткий шнурок и сделать вот такой зажим, для того, чтобы малыш не развязывал обувь свою. Вязаная обувь, она скользит, и я в этот раз, чтобы не скользить по полу, я сделала кожаные накладочки. Проклеила их, прошила для того, чтобы вот эта подклеенная накладочка не отвалилась. Я сделала на пятки и на носочки. Если вам понравилась такая модель, оставайтесь вместе со мной и вяжите вместе со мной. А теперь немного о материале. Пряжа двух цветов. Здесь у меня 100 грамм. Длина пряжи 240 метров. Подошва и нижняя часть черного цвета, верхняя часть кирпичного цвета. У меня 3 крючка. 2 крючка абсолютно одинаковые. Оба на троечку. Буду начинать вязать вот этим крючком. Хорошо отполирован, но у него очень тонкая задняя часть. Крючок меньшего размера. Это для того, чтобы поднять затянутые петли, помочь себе и спрятать хвостики. 2 маркера для того, чтобы наметить центральную часть пинетки. Клей для того, чтобы подклеить вот эти накладочки. Накладки кожаные. Накладки можно использовать разного материала, какой у вас в доме найдется. Соответственно, мне нужна иголка. Иголка это закругленная, специальная, но если нет такой иголки, можно использовать простую иглу. Еще одна игла, она с тупым концом у меня, для того, чтобы оформить вот эту линию, вот эти крестики связать. Люверсы цветные, люверсы на пятерочку у меня, мне понадобится 8 штук. Ножницы, для установки люверсов мне понадобятся специальные щипцы, это у меня универсальные щипцы. И есть вот такие щипцы, которые делают дырочки вот для вот этих накладочек. Для вязания с ботиночкой начинаю сначала с подошвы. У меня 2 подошвы и еще прослойка. Это очень мягкий фетр, очень хорошо гнется. 2 миллиметра этот фетр. 2 одинаковых подошвы связаны черные и вот прослоечка между ними. Подошва связана из 17 воздушных петель. Связана она сбоку. Обратите внимание, я начинаю вот здесь, поэтому она не симметричная. По окончании работы у меня было 72 петли. Первый ряд у меня нулевой ряд. Это подготовительный ряд для того, чтобы перейти в другую плоскость. Вот так, в 90 градусов. Начинаю я с пятки, а значит ищу я условную середину, вкалываю крючок, разворачиваю вязание на изнаночную сторону, в рядом стоящую петлю вкалываю следующую петлю крючок, и у меня получается уголок. Беру нить и провязываю вместе. Закрепляю, делаю свободную петлю, чтобы потом я ее использовала. Вторая петля, она у нас потом впоследствии будет всегда первой. Вкалываю вновь в нее крючок в эту петлю и в рядом стоящую петлю формирую вновь уголок, провязываю вместе столбик без накида. Вторая петля становится первой, вторая петля, уголок. Столбик без накида. Вторая петля становится первой, во вторую петлю уголок, столбик без накида. Провязать круговую до конца этого ряда.
со стороны подошвы вот эти петли открытые. Эти петли я буду использовать для того, чтобы привязать вторую подошву вкладышем. С другой стороны, с лицевой стороны, формируются также открытые петли для того, чтобы провязать бортик. Итак, я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Теперь я приступаю к вязанию основного бортика. Буду я вязать бортик столбиками без накида. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Два ряда провязала, но вижу, что не хватает одного ряда для того, чтобы провязать вот эти крестики, украшения. Мне не хватает одного ряда. Я провяжу еще один ряд и покажу вам следующий этап работы. Теперь перехожу на другой цвет, прикладываю нить уже кирпичного цвета, пальцем придерживаю две нити и соединяю уже этот ряд, третий ряд, нитью другого цвета. Закрепляю. Нить укладываю параллельно вязанию для того, чтобы вязать вязание. И продолжаю вязать уже другим цветом. Это уже четвертый ряд. Мне нужно связать 4 ряда. Это значит последний ряд. Без изменения. Не прибавляя и не убавляя петли на бортике. Бортик будет состоять из 5 рядов. В пятом ряду я покажу, как я убавляю петли на мысе. И у меня в работе появились маркеры. Маркерами я отметила центральные 20 петель. Петли в работе под маркерами не участвуют. Значит, это у меня только открытые 20 петель вот от маркера до маркера. Я уже подготовила пятый ряд и вот довязала до маркера. Так как я сказала, что маркер в работе не участвует, я снимаю маркер и провязываю столбиком без накида. Со следующей петли я буду провязывать за переднюю часть петли первую петлю и вторую петлю. Провязываю вместе столбик без накида. Интервал между убавлениями будет 4 петли. 1, 2, 3, 4. И вновь убавление. За полупетлю, за переднюю часть 1 и 2 раза. Провязываю вместе столбик без накида. Я уже убавила 2 петли и мне еще осталось 2 петли. Они делаются аналогично до маркера, это значит 2 раза надо убавить. Я провяжу это самостоятельно до конца и покажу вам следующий этап работы. Бортик связан, он состоит из 5 рядов. 4 ряда я провязала без изменений. В пятом ряду я убавила 4 петли для закругления мыса. Бортик у меня состоит из двух цветов, 3 ряда черного и 2 ряда цветом кирпичного. У меня вновь в работе появились маркеры. Я отметила центральную часть пинетки, это мыс. Состоит он из 34 петель. Петли под маркерами в работе не участвуют. Делю пинетку пополам, ровненько вот так ее укладываю. Смотрю, чтобы у меня маркеры были симметричны друг другу. Мыс я начну вязать с 6 петель. 34 минус 6 будет 28. 28 петель это 2 части и плюс прибавление мыса. 34 минус 6 будет 28. 28 поделить на 2 это будет 14. С 15 петли я приступаю вязать мыс. 15 петли вот с этой. Вязать я буду за полную петлю, за 2 части. Первая петля закрепляющая. И с этой же петли вывязываю вновь петлю, формирую петлю. Подтягиваю остаток пряжи. 1, 2, 5 и 6. Я связала центральные 6 петель, и чтобы быть уверенной, что у меня мысик ровно по центру, я хочу проверить с другой стороны количество петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Правильно, оно должно составлять 14 петель, так же как и на этой стороне. Провязав 6 петель столбиками без накида, делаю 2 петли соединяющих. Первая соединительная петля и вторая. Разворачиваю вязание без петли подъема. Нитью перекрываю первую петлю и начинаю вязание со второй.
1, 2 и 7. Прибавилась одна петля. С другой стороны крючок завожу с внешней стороны, получается с лицевой стороны пинетки, вкалываю его вовнутрь, подхватываю петлю, провязываю первую соединительную петлю. Таким же способом вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание. И с лицевой стороны очень хорошо видно первая петля и вторая. Так как я прибавляю петли до 10 петель мыса, я буду вязать со второй петли. 1, 7 и 8. Еще одна петля прибавилась. Так мне нужно сделать еще 2 раза, для того, чтобы у меня было на мысе центральные 10 петель. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Я провязала 10 петель и теперь больше прибавлять не буду. Я буду двигаться к маркерам. Вяжется это точно так же. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание без петли подъема. Нитью первую петлю перекрываю. Вот она вторая и начинаю вязать с третьей петли. 1, 2, 9 и 10. По-прежнему 10 петель. С другой стороны. Все точно так же. Подхватываю первую соединительную петлю, провязываю и вторую соединительную петлю. Разворачиваю вязание. Первая, вторая и с третьей начинаю вязать. Первая, вторая и с третьей. 1, 2, 9 и 10. Формируется мысик. Мне нужно перед маркером оставить 4 петли с этой стороны и с этой стороны. Я провяжу самостоятельно до предпоследних 4 петель и покажу вам следующий этап работы. Все вяжется по-прежнему с третьей петли и так далее. Провязала до предпоследних 4 рядов и теперь я буду вязать не за полную петлю, как я это делала, а только за заднюю часть. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Вот эти полупетли мне пригодятся для вывязывания задней части пинетки. Все точно так же. Первую петлю перекрываю, вторую пропускаю, с третьей начинаю вязать. Девятая и 10. По-прежнему 10 петель. С другой стороны точно так же с середины петли за заднюю часть подбираю. Первая соединительная петля и вторая соединительная петля. Разворачиваю вязание с третьей петли. Так мне нужно провязать до маркера. Мысик связан. Все свободные петли до маркера я провязала. И теперь приступаю к вязанию язычка. Язычок у меня будет шире на 2 петли. Из первой петли вывяжу 2 петли. И из последней петли вывяжу 2 петли. И будет он у меня по ширине составлять 12 петель уже. Так как я считаю от начала до окончания язычка количество рядов, то она у меня будет составлять 24 ряда. Я посчитаю, сколько уже сделано. Посчитаю парами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это уже значит 14 рядов связано, и мне осталось связать 10 рядов в высоту. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Язычок у меня уже провязан, он у меня прямой. Должно быть 12 пар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вытягиваю большую петлю и мое полностью изделие пропускаю через эту петлю. Закрепляю. И вот самая первая петля делаю протяжку. Этим самым я хочу обвязать края язычка для того, чтобы они были ровненькие, красивые.
Делаю протяжку очень свободно, прям натягиваю вот так. Поддерживаю пальцем и обвяжу ее, эту сторону. Одновременно спрячу протяжку в вязание столбиками без накида. Вышла на вершину и буду верхнюю часть язычка обвязывать соединительными петлями. Эту часть я точно так же обвяжу столбиками без накида. Я это сделаю самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Нам нужно сделать вот этот держатель для шнурка. Для этого мне понадобится очень маленький кусочек пряжи. Я делаю петлю, вот такую свободную. Ровно на середине ищу эту середину, а потом вкалываю с внутренней стороны. Подбираю свою свободную петлю, вывожу ее наизнанку. В рядом стоящую петлю вкалываю крючок и подбираю эту петлю. Пальцем придерживаю для того, чтобы узелок остался с внутренней стороны. И формирую 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Точно так же с изнаночной стороны вкалываю крючок, вывожу эту петлю. Вот она у меня. И в рядом стоящую петлю забираю эту петлю. Плотно натягиваю, чтобы у меня были петли не очень широкие, закрепляю. И провязываю все 4 петли столбиками без накида. Первая петля, с которой мы начали свой путь, вот она. Подбираю эту петлю, этот хвостик и вывожу наизнанку. Связываю их между собой и отрезаю лишние хвостики. Вот эти хвостики прячу в вязание вот таким образом. И потом отрезаю остатки пряжи. И вот у меня получился держатель для шнурков. Передняя часть пинетки готова. Теперь приступаю к задней части пинетки. Для этого я язычок прячу вовнутрь. Я начну с укороченных рядов. Их будет 2. Этим самым я подниму пяточку. Начну с 5 петли. Пятую петлю я буду считать открытую петлю. Вот эту. 1, 2, 3, 4, 5. Первая петля закрепляющая. Одновременно ввязываю остатки пряжи и дальше вяжу столбиками без накида. Ориентируюсь с другой стороны, чтобы у меня осталось открытых 4 петли. И последняя, если с этой стороны считать 1, 2, 3, 4, 5, то пятая петля будет у меня провязываться соединительной петлей. Я провяжу это до последних 5 петель и покажу вам следующий этап работы. Вот я провязала этот укороченный ряд, и у меня осталось вот с другой стороны 5 петель. Мне нужно, чтобы осталось 4 открытых петли. 1, 2, 3, 4, 5. Вот пятая петля у меня будет соединительная петля. Делаю петлю, через петлю пропускаю клубок. Этим самым я закрепляю, делаю узел, делаю протяжку и с третьей петли начинаю вязать. 1, 2, 3. Вот с этой петли начинаю вязать, делаю свободную протяжечку. Натягиваю хорошо. Закрепляющая петля тоже делаю плотно. И изнаночный ряд вяжется таким же способом до следующей стороны, не провязывая 2 петель. Вот у меня остались последние 3 петли. И вот последняя петля у меня будет соединительная. Я ее не закрепляю, я ее просто вытягиваю для того, чтобы как можно меньше сделать узелков, чтобы они были незаметны. Отрезаю нить
и аккуратненько ее вплетаю в последующие петли, которые я буду провязывать. Укороченный ряд, вернее 2 ряда, готовы. Мы оставляли впереди, когда провязывали мысик, 4 полупетли. Первая, вторая, третья, четвертая. Если считать с этой стороны, то будет первая, вторая, так как мы вяжем в эту сторону. Первую петлю пропускаю и начинаю вязать со второй петли. Закрепляю и из этой же петли вывязываю петлю. Первая полупетля, вторая. И вот третья, она очень такая тугая. Если не получится, возьмите крючок меньшего размера. Одновременно ввязываю все остатки пряжи. И вышла уже на основное полотно, на основные петли. До первой петли, первого укороченного ряда, так как я вязала ее плотную, и это не полная, не полноценная петля, мне неудобно будет ее подбирать. Я ее возьму вот из этого ряда. И потом уже буду подниматься наверх. Вновь укороченный ряд, это следующий, с этого же ряда беру и поднимаюсь наверх. И вот у меня получилась вот такая очень приятная, незаметная трапеция. Вот этот подъем, легкий подъем. Он без ступенек, очень хорошо смотрится. С этой стороны точно так же. Вот эта точка и вот эта точка. Я опускаюсь на ряд ниже и подбираю вот эти петли, которые, чтобы не потерять ни одной. Я провяжу это самостоятельно. Не забуду взять 3 полупетли и покажу вам следующий этап работы. И теперь приступаю ко второму ряду. Для подъема разворачиваю вязание. Я пропускаю первую петлю и провязываю вторую. И теперь это у нас второй ряд, четный, все изнаночные ряды. Во всех изнаночных рядах, во втором, в четвертом и так далее, я буду убавлять с каждой стороны по одной петле с каждой стороны, для того, чтобы сделать скосы на боковинках. Все остается без изменений. Заканчивая этот ряд, я пропущу одну петлю и провяжу последнюю петлю. Я провязала 2 ряда, с каждой стороны убавила по петле и приступила к вязанию третьего ряда. Я уже провязала почти до половины, складываю пинетку пополам, ищу середину и на середине пятки я буду убавлять 2 петли с интервалом в 2 петли. Столбик без накида, петлю пропускаю, 2 столбика без накида, петлю пропускаю. И уже до конца ряда вяжу столбиками без накида. Этим самым я хочу закруглить пяточку. Значит, мне осталось еще 3 ряда. Высота задней части голенища, задней части ботиночка будет 6 рядов. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. За счет убавлений хорошо видны скосы. Провяжу заднюю часть ботиночка полностью в круговую для того, чтобы вот с этой стороны убрать неровности. Вытягиваю петлю большую, пропускаю через всю пинетку, закрепляю. И вот первая оставшаяся петля, которая вот у нас есть, вот ее я теперь уже буду использовать. Делаю протяжку, очень сильно натягиваю, чтобы было свободненько. И обвяжу полностью от начала и до конца столбиками без накида. Одновременно ввязываю протяжку в вязание. Выхожу на вершину. И чтобы не стягивало вязание, провяжу из самой верхней петли 2 раза. Обвяжу полностью от начала и до конца. Мы повстречаемся вот в конце этого ряда. И я вам покажу следующий этап работы. У меня на каждую сторону получилось 7 петель. Сделала небольшую петельку. Нить закладываю с лицевой стороны. И у нас еще здесь осталась одна свободная петля. Подбираю ее и петлю, которую я сформировала, вот вытянула. Провязываю вместе без закрепления, только вывожу ее и начинаю формировать петельки. Делаю 2 раза столбики без накида.
2 воздушные петли, петлю пропускаю, 2 столбика без накида, две воздушные петли, петлю пропускаю, и обвязываю заднюю часть пинетки столбиками без накида. Я сформировала 2 петли. На другой стороне 2 последние петли должны быть столбиками без накида. Когда вы будете формировать 2 петли, обязательно проверяю, симметричны ли у меня петли. Я вновь сделала петлю, разворачиваю вязание на лицо, теперь буду вязать следующий ряд. Петелек свободных у меня нету, но у меня есть вот эта первая полупетля, которую я использовала. Я ее использую вновь, провязываю вместе, не закрепляя, и начинаю обвязывать и укреплять сформированные петли столбиками без накида. Два столбика без накида, арочка 2 столбика без накида, промежутки между петельками 2 столбика без накида и так далее. Так мне нужно сделать до конца ряда. Петли становятся укрепленными. Если нет люверсов, то можно использовать вот такие петли без люверсов, и они не порвутся. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Вновь разворачиваю нить на лицевую сторону. Буду использовать уже использованную петлю с другой стороны. Подхватываю открытую петлю и провязываю вместе. Теперь я буду полностью всю заднюю часть пинетки укреплять соединительными петлями для того, чтобы голенища и петельки не порвались и не растянулись. Буду это делать соединительными петлями средней величины, не очень стянутые, но и не очень свободные. Посмотрите, что происходит. С внутренней стороны получается как бы такое уплотнение. Посмотрите, как смотрится сбоку. И как смотрится вот эта сторона. Она увеличивается вдвое, растянется на ту величину петли, которую вы сформируете. Соответственно, петли укрепятся еще больше, и с задней части пинетки вязание не будет впоследствии растягиваться, не будет веером, а будет держать форму. Я провяжу это самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. При вязании нулевого ряда у меня осталась вот эта нитка. Я ее выведу на другую сторону, получается на изнаночную. И немножко проведу ее дальше, перед тем, как выполнять другую работу. Я ее не закрепляю, а просто провожу ее немного вглубь подошву, для того, чтобы она мне не мешала, когда я буду обвязывать край, соединять 2 подошвы. Выворачиваю, смотрю все, какие у меня есть, остались хвостики, какие-то нитки. Перед тем, как подошву вместе соединять, мне нужно сделать вот этот симпатичный кант крестиками. Начинаю я с пятки. Оставляю небольшой хвостик и начинаю вывязывать крестик. Делается это очень просто, методика очень простая. Делаю я свободные через петлю, получается у меня должен быть интервал. Крестики я делаю свободными для того, чтобы придать им объем. Они смотрятся намного интересней, но и не слишком свободные, чтобы не висели. Работа эта очень простая. Я сделаю эту работу самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Вышила пинетку, смотрится очень красиво. Теперь наступило время вставить люверсы. Я покажу только один люверс, как я это делаю. У меня есть отдельное видео, как вставить люверсы, какие щипцы и так далее. Плоской частью с выпуклой вкладываю на сам люверс аккуратно, потому что крашеные люверсы можно поцарапать. И плотно прижимаю. Нигде ничего не царапает, и с этой стороны очень хорошо смотрится. Я вставлю люверсы самостоятельно и покажу вам следующий этап работы. Люверсы вставила на месте, их всего 4 штучки. Теперь я буду уплотнять свою подошву. Я ее располагаю таким образом, чтобы видеть вот эти точки центральные. На черном фоне это не очень хорошо видно, но тем не менее, вот они. Это
две точки начала и конец. Прижимаю пальцем, расправляю так вот ее аккуратненько, чтобы она была не перекошенная. Прижимаю пальцем, вынимаю крючок, намечаю крючком, тем, которым я буду вязать, две подошвы, две полные петли. Обвязывать я буду со стороны ботиночка соединительными петлями. Буду это я делать очень свободно, чтобы дать возможность подошве растянуться. Аккуратненько, петля в петлю, чтобы был захват полностью двух петель. Получается вот такая платформочка утолщенная, и плюс будет вкладыш. Вкладыш я буду формировать тогда, когда я закончу закругление и оставлю расстояние для того, чтобы вставить вкладыш. Я это сделаю самостоятельно и покажу следующий этап работы. Обвязала пинетку до закругления, теперь попробую вставить вкладыш аккуратненько. Пинетка уже большая и вкладыш большой, поэтому здесь надо приложить определенные усилия, и буду теперь ввязывать уже с вкладышем. Он немножко выбегает, потому что вязание еще не растянутое, поэтому кажется, как будто немножко больше размером. И теперь аккуратненько вместе с вкладышем буду обвязывать. Потихоньку вкладыш будет вставать на место. Одновременно расправляю еще раз, заправляю все хвостики, и так мне нужно сделать это до конца. Я провяжу это самостоятельно и покажу, как я прячу вот эти хвостики. Их должно быть два, начало и конец. Остались два хвостика. Сначала вывожу в одну точку вот сюда, а потом загибаю вязание, ищу эту точку, где у меня находится, и вывожу вовнутрь. Связываю между собой сначала легкий узелок, а потом крепкий узелок, чтобы не развязалось. И распределяю с внутренней стороны в разные стороны. Остатки пряжи отрезаю. И пинетка практически готова. Остался шнурок. Сейчас замерим, какая длина. 44-45 сантиметров. Воспользуюсь крючком. В принципе, ботиночек уже готов. Я подготовила ботиночек для того, чтобы приклеить к подошве мои накладочки, чтобы она не прогибалась, чтобы она была ровненькая. Клей у меня универсальный. Здесь написано, он использует для кожи. Сильно не наклеиваю, я просто приметываю, а потом я ее буду обшивать. Вот таким образом. Прикладываю и немного прижимаю. Надо подождать, чтобы клей подсох. Теперь с другой стороны. Вот так. Теперь надо дать время подсохнуть. И когда подсохнет накладочка с двух сторон, я покажу, как я пришиваю их. Возьму вот такую иглу и буду прошивать. Сначала я подберу вот с той стороны снутри, для того, чтобы спрятать узел. И теперь буду делать стежки. Сложностей здесь нету. Мне надо обшить это пяточную сторону и носочек. Я это сделаю самостоятельно, покажу вам готовую пару. Ну вот, ботиночки готовы. Все приклеила, все пришила. Довольна своим результатом. Я думаю, что эта часть, передняя и задняя, поможет малышам не скользить по гладкой поверхности. Ботиночки эти хороши тем, что они очень теплые, высокие. Это не потеряшки, как у малышей. Их можно привязать шнурком. И если шнурок не подходит, все равно малыш развязывает, то как альтернатива есть вот такие приспособления, которые очень хорошо держат шнурок. Нажимаешь, и можно двигать. Вставляется два шнурка. Они существуют разных форм, разного цвета. Малыши, я думаю, получат удовольствие от того, что они не спадают и очень легкие. Я желаю вам мира, добра. Вяжите в удовольствие. Радуйтесь сами от проделанной вами работы. Радуйте своих внуков, детей, племянников. Буду очень рада, если вы оцените мою работу. До свидания, до следующих встреч.